Всем привет, с вами Ева Эльфи, и сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали под этим видео. Я думала, что этот ролик выйдет, когда вас будет 200 тысяч, но у вас уже 300 тысяч, боже мой, как быстро. Спасибо вам огромное, и я начинаю отвечать на ваши вопросы. Мои родители узнали не так давно об этом, и я сама им рассказала, то есть не было так, что кто-то им рассказал, я подумала, что это важно сказать им самой. И они отнеслись к этому нормально, адекватно, сказали, что пока у меня есть красивое тело и есть такая возможность, то лучше зарабатывать. И моя мама меня поддерживает, ей нравятся мои фотографии, когда я хожу на фотосессии, я ей скидываю, делюсь этим. Ну, в общем-то, положительно. Ну, тут можно спросить вообще, как кому-то может не нравиться заниматься сексом. Да, мне нравится сниматься в порно, мне нравится сам процесс. И я получаю от этого удовольствие, и нет, у меня нет стеснения, даже когда на площадке есть другие люди, когда несколько операторов или звукорежиссеров, я полностью погружена в процесс и не думаю о том, чтобы даже стесняться. В школе я училась хорошо, у меня не было троек, и были в основном четверки, пятерки. Не сказать, что я была супер отличницей, я и пропускала уроки, естественно, в старших классах, и не делала домашнее задание. Мой любимый предмет это была литература и алгебра. Хотя геометрию я ненавидела, а вот алгебру почему-то любила и любила литературу. Да, у меня есть высшее образование. Как я отношусь к аниме? Никак не отношусь, просто аниме существует, существую я не смотрю аниме. Был один мультик, который я смотрела, но я бы не сказала, что это можно отнести к аниме. Это история Баанги, и все. Как-то у меня не сложилась судьба с аниме. Да, я знаю Соло Золу лично, мы с ней дружим, она очень приятный, добрый человек, очень позитивная, такая активная девушка. Мы с ней видимся, когда у нас есть возможность. Из последнего, то, что я смотрела и то, что мне понравилось, это сериал «Happy End». Он вышел на море.тв. Он про порноиндустрию, про пару, как она попала в вебкам. И мне даже показалось, что эта история чем-то перекликается с моей собственной историей. Так что я оставлю вам ссылочку в описании. Посмотрите этот сериал, он действительно интересный. И если у вас есть много вопросов про порноиндустрию, вы найдете ответы на эти вопросы в этом сериале. У меня уже был подобный вопрос, у меня есть видео, где я отвечаю на вопросы о порно, там ты найдешь ответы на свои вопросы, но повторюсь еще раз, то, что парням действительно сложно попасть в порноиндустрию, если ты начинаешь не с гей-порно, и если ты хочешь сниматься на профессиональных студиях, это практически нереально. То есть можно сказать, что простой способ, это если у тебя есть девушка, и вы вместе работаете, и ты продвигаешь себя тоже как порно-актер, создаешь себе страницу, не рекламируешь не только девушку, но и себя, тогда будут шансы. И, пожалуй, самый легкий способ – это начать снимать порно со своей девушкой и снимать домашнее порно и выкладывать на тюбах. И не забывать продвигать не только девушку, но и себя, чтобы вас тоже знали ваш ник, знали, как вы выглядите. Потому что если вы хотите сниматься в профессиональном порно, на профессиональных продакшенах, вы будете сниматься с лицом, поэтому нет смысла скрывать свое лицо, если вы хотите быть популярным порно-актером. И, конечно же, очень важно то, как вы выглядите, и важен размер члена. Я думаю, что да, мои друзья смотрят мои видео, не знаю, с какой целью, чтобы снять напряжение или чтобы развлечься, посмеяться, но да, я знаю, что мои друзья смотрят мои ролики. И это странно, вот здесь я стесняюсь, потому что мне кажется, это странно смотреть порно с участием своего друга. Да, многие порноактеры используют и таблетки, и уколы, и самое простое, что используют порноактеры, это эрекционное кольцо перед съемками, чтобы член визуально выглядел больше, то есть кровь приливает к половому члену, и он визуально выглядит больше, и это действительно помогает. Многие используют таблетки Виагру, и российского производства, американского производства, любого, где вы найдете. Но
Американские, конечно, более качественные, но от них есть побочные эффекты. У многих порно-актеров начинает болеть желудок и сильно головная боль. Поэтому нужно умеренно есть таблетки, даже не целую таблетку, там, 1/4, чтобы не было сильных побочных эффектов. Кто-то использует уколы. Это, наверное, самое популярное, потому что если порно-актеру сложно возбудиться, он ставит укол, и у него эрекция 4 часа, и он может спокойно работать, постоянно не думая о том, что ему нужно возбудиться. На данный момент я не хочу уходить из порноиндустрии, но я думаю, что такой момент рано или поздно произойдет, и я бы, наверное, хотела уйти в какую-то медийную часть, возможно, сниматься в фильмах, быть блогером, геймером, ну, то есть не совсем далеко уйти от развлекательной индустрии, просто немного сменить деятельность. Да, меня узнают и не только в моем родном городе, но в родном городе, конечно же, особенно узнают и знают об этом все. Но меня также узнавали и в Турции, и в Индонезии, на каких-то маленьких островках, и для меня это было удивление. И в Америке узнавали, и в Европе. Ну, конечно же, в России меня узнают больше всего. Куда я приезжаю, это в основном Питер, Москва. Там, если я выхожу из дома, меня узнают каждый день, просят сфотографироваться, автограф, и я к этому отношусь нормально. Да, действительно, многие порноактрисы сталкиваются с хейтом в свою сторону, и это бывает тяжело, но чаще всего хейтеры — это те фанаты, которые действительно смотрят все твои ролики и знают о тебе буквально все, и при этом хейтят. И для меня это странно. Но как я справляюсь с хейтом? Я стараюсь, наверное, больше позитивно мыслить и не отвечать негативом на негатив. Вот и все. Нет, я не планирую себе увеличить грудь, я считаю, что она у меня и так достаточно большая, я бы даже хотела ее чуть меньше. Но почему девушки ставят силиконовую грудь именно в порноиндустрии? Я думаю, это логично, потому что есть спрос на это, мужчинам больше нравятся девушки с большой грудью, и поэтому это актуально, и девушки это делают, чтобы быть в тренде, чтобы было больше заказов. Я бы хотела поработать на профессиональных продакшенах и сняться с Ликой Стар, с Джей Алисой, с Лиа Сильверс, с Райли Рид. Ну, Лана Роуз уже не снимается, но, может быть, с Лизл Каприс и с Эмили Винс и Гэби Картер. В моем ТикТоке очень многие почему-то об этом спрашивают, и это самый популярный комментарий, но если Джонни Син сам захочет со мной сняться, то почему бы и нет, я бы снялась с ним, да. Я только за. Когда я буду в России, я думаю, с братишкиным мы сделаем коллаб, и это будет очень интересно. Да, я люблю читать книги, и мне нравится русская литература 19 века, Серебряный век, и мне нравится современная зарубежная литература, и также немного, наверное, психологии. Сейчас я читаю книгу «Взглядывая солнце». Это книга о страхе смерти. Так мне нравится Чак Паланик, например, и какие-то русские писатели: Пушкин, Лермонтов. Я не знаю, как к этому относиться, потому что это невозможно избежать. Я не могу на это никак повлиять. И я когда-то тоже смотрела Сашу Грей, когда была в таком возрасте, так что я думаю, это нормальное половое воспитание. Большую часть своей зарплаты я трачу все-таки на путешествия. Мне нравится путешествовать, и я бы хотела побывать еще в Японии, в Норвегии, и в Сингапуре, например. Поэтому большая часть все-таки уходит на это, да. Ко мне подходили молодые люди, я не знаю, сколько им было лет, но мне кажется, достаточно совершеннолетние, но может быть 16. Прям школьники 10-12 лет ко мне ни разу не подходили. Я думаю, что это вопрос от девушки. И да, на сольниках можно выстрелить. Есть многие актрисы, например, Мила Азл, которая снимается только в соло, и она снимается уже года 4, и она популярна, она очень популярная актриса. И можно сниматься с одним актером, почему бы и нет? Если вы будете делать качественный контент, который нравится пользователям, то вы будете популярными. Но иногда это бывает, конечно, дело случая. Нельзя тоже об этом забывать. Нет, у меня не было мысли о беременности, я на данный момент не хочу детей. И так как я не хочу детей, я и не думала об усыновлении.
Идея насчет YouTube появилась спонтанно. Почему-то мне действительно очень сильно захотелось сделать какой-то медийный контент. Мне захотелось отвечать, возможно, на ваши вопросы, которые мне задавали в Инстаграме и в Твиттере. Я подумала, почему бы не сделать YouTube-канал на какую-то сексуальную тему, рассказывать о чем-то таком, о чем вы стесняетесь спрашивать, например, у своих друзей или у своих девушек, и раскрывать именно сексуальную тему с новой стороны, именно от порной актрисы, потому что я могу вам рассказать то, чего можете не знать вы. Хороший вопрос. Я впервые в жизни в Турции летала на воздушном шаре. Это были незабываемые ощущения, очень яркие. И на тот момент у меня болели почки, у меня была огромная температура, 39, где-то 38,5, и я все равно, когда меня трясло, я все равно пошла и полетела на шаре, потому что мне очень этого хотелось. Я целенаправленно ехала в Каппадокию, чтобы полетать на воздушном шаре. И так сложилась ситуация, что я болею, и вот выбор между лететь или не лететь, я все-таки выбрала полететь, а после уже поехала в больницу. Над игрой Booty Calls работа была большая, и да, я принимала участие в создании персонажа. Персонажи создавали по моим фотографиям. Я выбирала одежду, например, которая будет в игре, и прическу мы выбирали, там, цвет глаз. Ну, то есть, естественно, это все срисовывается с персонажа, но участие было непосредственно в том, что я озвучивала эту игру, то есть то, как там говорит персонаж, это мой голос. И это была большая и сложная работа озвучивать. Я не думала, что озвучивать персонажей, например, так долго и так тяжело, потому что в детстве я мечтала о том, чтобы озвучивать мультики. И вот у меня выпал такой шанс озвучить игру. Спасибо всем тем, кто задавал вопросы, они были действительно интересные. И я надеюсь, вам понравился такой формат. Если да, то ставь лайк, подписывайся на мой канал. И если этот ролик наберет много просмотров и лайков, то я думаю, что такой формат можно будет сделать постоянным. Всем пока-пока!